Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Когда даже два человека перед тобой не могут помешать дотянуться до него. Девятое место. Чонгук знает, что Тэхён не любит хорроры. Как он переживал за него, а потом первым потянулся, чтобы подарить немного тепла. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Чонгук пожертвовал собой, чтобы защитить Тэхёна». Чонгук сказал все. Как теперь жить нам и Вигу? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Пара, которая говорит: «Я люблю тебя тихо, только глазами, своими маленькими улыбками, без показухи, без попыток что-либо доказать миру». Любовь, которой не нужна аудитория. Седьмое место. Самое комфортное место в мире. Шестое место. Поведение пары. Для них так естественно и обычно держаться за руки при любом контакте. Хулиганье. Пятое место. Опа, а что это мы там делаем, Тэхён? Четвертое место. Забота. Настоящая забота – делиться с ним своей едой.
Третье место. Новости. Чангук совместно с Хаблот для Elle Official Singapore. Когда стало известно, что дом Хаблот выбрал Чангука своим новым глобальным амбассадором, индустрию захватило волнение. Очевидно, что этот союз ознаменовал новую эру. И вот теперь королевская особа из BTS украшает обложку мартовского номера Elle Official Homes Singapore 2026. Зрелище поистине сенсационное. Тата Майк в сердечке. Владелец корейского ресторана барбекю Итхавон Хвара поделился автографом Чангука и выразил благодарность за его недавний визит. «Мы очень рады, что вам понравилась еда. Спасибо, что пришли». Итхавон Хвара – популярный ресторан корейского барбекю в районе Итэвон в Сеуле. Это место любят как местные жители, так и туристы. Он известен не только вкусным мясом на гриле, но и тем, что его посещают корейские знаменитости и айдолы. Основная специализация заведения – классическое корейское BBQ. Гости сами жарят мясо на гриле прямо за столом. В меню можно найти такие популярные блюда, как самгёпсэль, свиная грудинка, булгоги, маринованная говядина, юкхве, корейский тартар из говядины, бибимбап и корейские пельмени манду. К каждому заказу подают традиционные закуски – банчан, среди которых обычно кимчи, маринованные овощи и соусы. По вечерам здесь многолюдно. Сюда приходят компании друзей, туристы и любители корейской кухни. Атмосфера неформальная и очень сеульская, идеальное место для ужина после прогулки по Итэвону. Средний чек составляет примерно 20 тысяч, 30 тысяч корейских вон на человека, примерно 15-22 евро. Знакомый владельца ресторана рассказал о посещении Чангуком заведения. «Здравствуйте. Я знакомый владельца ресторана, где Чангук впервые поел в тот день, когда проводил свой прямой эфир. Он сказал, что в тот день в их разговоре часто всплывала тема любви Чангука к армии. Ресторан небольшой, поэтому я непреднамеренно услышал их разговор. Мне показалось, будто я получу какое-то проклятие, если просто пройду мимо и ничего не скажу, поэтому решил рассказать вам. Я впервые использую спин, потому что не очень хорошо умею говорить, но в любом случае он сказал, что чувствует себя одним и тем же человеком и снаружи, и внутри. И еще, он даже не просил об этом, но когда сказал, что сотрудникам будет грустно, он подписал автографы для всех тех, кто в тот день не был на смене. Радостно от того, что Чангук вкусно кушает и сердечко щемит, потому что наш золотой, как обычно, думает об окружающих и о том, как осчастливить их. Чангук и Тэхён в 2016 году. На одном из фан-митингов фанатка подошла к Тэхёну со словами: «При распаковке альбома мне попалось две карты, одна с тобой, вторая с Чангуком». Девушка призналась, что ей очень нравится Вигу, на что Тэхён с широкой улыбкой ответил: «Тэйкук, best unit». Когда фанатка закончила беседу с Тэхёном и подошла к Чангуку, Тэхён поспешил предупредить своего мужчину о том, что ей нравится Тэйкук. На видео можно заметить этот момент. Откуда я знаю, о чем говорил Тэхён? От тех же армий, что были рядом, тогда очень бурно это обсуждалось в социальных сетях.
Чангук мило поприветствовал девушку, оставив автограф, и она, будучи самой счастливой, ушла. Очень многие в то время, да и сейчас собственно, говорили о том, что вегукеры мешают парням, раздражают, напрягают, и вообще мы последние мрази и черное пятно в светлом мире фандома. Но парни всем указали на свое место, ослепительно улыбаясь той, кто посмела открыто заявить: «Я люблю вегу». Статья в СМИ. Влияние Чангука на мировой потребительский рынок продолжает набирать обороты. От повседневных мелочей до одежды глобальных брендов, к чему бы он ни прикоснулся, это почти неизбежно приводит к солд-ауту. Его миф о распродажах начался с обычного общения с фанатами. Самый показательный случай произошел в 2019 году, когда во время общения с Апну Чангук упомянул, каким кондиционером для белья пользуется. Стоило ему назвать аромат, и товар мгновенно исчез с полок крупнейших онлайн-магазинов. Представители компании тогда официально поблагодарили его, заявив, что объем продаж, рассчитанный на 2 месяца, был распродан всего за 1 день. И это было только начало. Во время одного из прямых эфиров Чангук пил камбучу, и сразу после трансляции продажи бренда выросли более чем на 500%, вызвав настоящий ажиотаж и последующий дефицит товара. Этот случай даже рассматривали как пример того, как влияние артиста может способствовать росту малого бизнеса. Сам Чангук тогда скромно отметил, что рад, если благодаря интересу фанатов смог хоть немного помочь предпринимателям. Еще один пример – обычная кружка, из которой он пил воду в эфире. Без рекламы, без сотрудничества, просто потому что Чангук ее использовал, товар моментально стал глобальным солд-аутом на онлайн-платформах по всему миру. Если в повседневных товарах его влияние очевидно, то в мире моды оно проявляется еще мощнее. В недавней кампании Calvin Klein Чангук появился в деним-куртке и комплекте нижнего белья, и сразу после релиза все размеры были распроданы на официальных сайтах по всему миру. Сегодня влияние Чангука не просто маркетинговый эффект, а измеряемые экономические показатели. От бытовых мелочей до люксовых брендов Чангук стал стратегическим активом, способным напрямую влиять на финансовые результаты компаний. Генератор мемов. 재밌게 잘 살겠습니다. 나 진짜 아니야. 좋아. 도와주세요. 누르면 안 돼? 야, 그거 나 아니야. 토마. 장난. 정신 널 마시게. 진짜? Тэхён продолжает подтверждать свой абсолютный статус в Японии, цифры говорят сами за себя. Тэхён занял первое место в японском айдол-рейтинге Нэхэн, и это уже 257 недель подряд. Многолетнее лидерство без перерывов. На кей-культурной платформе Gboard в рейтинге K-Pop Idol Popularity Ranking он удерживает первое место уже 223 недели подряд. Кроме того, он занял первое место за весь период голосования в категориях «Выбор лучшего актера корейских дорам» и «Конкурс красавцев». Отдельно стоит отметить онлайн-популярность. Тэхён показывает самый высокий объем поисковых запросов среди корейских звезд в японских Google Trends и на платформе Twitter. Среди японских мужчин поколения MZ его называют звездой, на которую хочется равняться, а местные знаменитости все чаще открыто упоминают его в интервью. Сценаристка, стоящая за знаковыми японскими трендовыми драмами, Китагава Эрика, лауреат 18-й премии Макада Канеко, проявила интерес к Тэхёну после просмотра его рекламных фотографий. Актер и театральный режиссер Акаба Такаси
выступая в качестве подающего на игре японской профессиональной бейсбольной лиги, признался: «Я вдохновился позой Тэхёна и повторил ее. Имя Ви – Тэхён, а мое – Такаси, можно сказать, Тата», – добавил он с улыбкой. Представители бизнес-элиты также не скрывают симпатии. Основатель крупнейшего японского онлайн-магазина ZazaTown Маэдзава Юсаку приобрел сценические костюмы BTS на благотворительном аукционе примерно за 200 миллионов вон. Он отметил: «Участник, чью коробку я бы хотел открыть последней, это Ви». Представитель известной кабуки-династии Итикава Данка также неоднократно говорил о своей симпатии к Ви. Он приобрел футболку, которую Ви носил во время репетиций, а во время отпуска посетил Корею с семьей, отметив, что получил там хорошую энергию. Особенно трогательным стало его признание: «В сентябре 2023 года, когда ушел мой дедушка, я был в глубокой печали. Каждый день после выступлений я один слушал соло-альбом Ви Лэйоува. Его мягкий голос помогал мне держаться. Если я встречу Тэхёна, я хочу сказать ему спасибо». Японские рейтинги, поисковая статистика и открытые упоминания со стороны известных личностей – все это подтверждает влияние Тэхёна в Японии не только на уровне эмоций, но и на уровне конкретных цифр и фактов. Моменты счастья. СМИ пишут: прокуратура Сеула утвердила обвинительное заключение по делу о преследовании Чонгука. Западная окружная прокуратура Сеула 27 февраля предъявила обвинение и избрала меру пресечения в виде заключения под стражу 30-летней гражданки Бразилии по статьям нарушение закона о наказании за сталкинг и незаконное проникновение в жилище. Согласно материалам дела, инцидент происходил с декабря прошлого года по январь 2026 года. Обвиняемая 23 раза являлась к месту проживания артиста, совершала навязчивые действия, ожидание, оставление писем, многократный звонок в дверь. Несмотря на предписание полиции о соблюдении экстренных мер реагирования, запрет на приближение и контакт, фигурантка нарушила предписание. Также госпожа А. подозревается в незаконном проникновении в жилище 13 декабря прошлого года. Она воспользовалась моментом, когда курьер по доставке еды открыл ворота, чтобы войти на территорию дома Чонгука и оставить заказ, и проскользнула внутрь. Полиция района Янсан задержала госпожу А. на месте преступления по подозрению в незаконном проникновении в дом Чонгука. На допросе она заявила, что просто хотела, чтобы он знал о ее существовании и не имела агрессивных намерений. На следующий день после допроса ее отпустили. Однако, как установило следствие, преступные действия госпожи на этом не прекратились. 28 декабря прошлого года охранник заметил ее у дома Чонгука и вызвал полицию. Полиция района Янсан применила к ней экстренные меры реагирования, которые на следующий день были одобрены Западным окружным судом Сеула. Несмотря на это, в январе этого года госпожа снова пришла к дому артиста. После того, как местонахождение госпожи А стало неизвестно, полиция 28 января запросила ордер на ее арест. Прокуратура поддержала это ходатайство, ордер был выдан, и 10 февраля женщину задержали. Затем был выдан ордер на предварительное заключение, и с 13 февраля она находилась под стражей в рамках следствия. Прокуратура получила дело от полиции 19 февраля и провела дополнительное расследование, включая допрос госпожи А 24 февраля и заслушивание показаний ответственного сотрудника полиции. Сообщается, что на допросе в прокуратуре госпожа А в целом признала фактические обстоятельства, но отрицала вину, заявляя: «Я делала это из любви к Чонгуку, у меня не было намерения причинить ему вред».
Однако прокуратура посчитала, что ее действия подпадают под определение преследования, сталкинга, а также установила факт незаконного проникновения, поэтому предъявила обвинение по 2 статьям и заключила ее под стражу. В ходе досудебного расследования прокуратура переквалифицировала часть обвинений. Первоначально полиция инкриминировала госпоже покушение на незаконное проникновение, основываясь на данных видеонаблюдения, согласно которым она 7 раз манипулировала с запирающим устройством двери и ворот дома Чангука. Однако прокуратура, изучив материалы дела, не усмотрела в этих действиях состава преступления и прекратила производство по данному эпизоду за отсутствием доказательственной базы. Такая красивая пара. Все, что нам известно о расширении Compose Coffee в Восточной Азии. Жители Манилы скоро смогут насладиться лучшими сортами кофе из Сеула, поскольку Compose Coffee готовится представить свои отмеченные наградами напитки и частичку королевской семьи K-pop на Филиппинах. Занимая первое место по общей удовлетворенности потребителей среди недорогих кофейных франшиз Южной Кореи за качество обслуживания и меню, бренд освоил искусство приготовления высококачественного кофе в больших объемах. Однако самым ожидаемым событием станет меню V-Compose. Запущенное в 2025 году в рамках культурного сотрудничества с группой BTS, это трио напитков сочетает сезонные вкусы с музыкальной терминологией, предлагая поклонникам чувственный опыт, созданный самим мировым кумиром. Не шиперите их, ага да, а сами вон справляются как. El Oficial Singapore опубликовали статью о мероприятии Хаблот с Чангуком. Выступления перед фанатами всегда самые запоминающиеся для меня. Именно тогда я чувствую себя по-настоящему живым как певец, говорит Чангук. Похоже, Чангук готов доказать, что он может все, и весь мир, несомненно, наблюдает за ним. Мы говорим, пусть он делает свое дело, потому что сейчас время, кажется, на его стороне. Парень, который сделал очки сексуальным аксессуаром. Тэхён возглавил опрос «Айдолы», которые стали бы идеальными игровыми персонажами. Квон Инби и Чан Ванён в этом опросе заняли 2-е и 3-е места соответственно. Ви занял 1-е место в опросе, проведенном на портале DC Insight, где пользователи спрашивали, кто из айдолов идеально подошел бы на роль персонажа видеоигры. Его нереальная, будто созданная с помощью компьютерной графики, внешность и огромная популярность позволили ему стать амбассадором различных мировых брендов. Ви, ранее получивший восторженные отзывы за коллаборации с такими играми, как MapleStory и Conquer Kingdom, привлекает к себе повышенное внимание в преддверии полноценного камбэка группы в марте.
божественно красив. Чонгук, Тэхён и расстояние между ними. Нежность – это солнечное тепло, которое дарит нам ощущение близости с родной душой. Она подобна эху рая, где царит вечная любовь. Их прикосновения всегда так трепетны. По OpenNote TV в Instagram в своей статье затронули тему о том, что внимание пользователей чаще стало привлекать не столько внешность айдолов, а их умение запомниться с первых нот выступления. Особенно ценится тот случай, когда живое выступление впечатляет больше, чем студийная запись. Такие исполнители сразу же завоевывают сердца слушателей. Чонгук вошел в топ-8 к-поп айдолов по версии агентства, которых часто упоминают на корейских форумах и признают за их выдающиеся вокальные способности вживую. Будучи золотым макне BTS, которого особо ценят, его живое исполнение – это результат идеального сочетания природного таланта и тренировок. Даже при выполнении интенсивных и быстрых танцев голос сохраняет стабильность, словно воспроизведение сидя, а удивительная легочная и сердечная выносливость поддерживает все это. Кроме того, естественная пространственная глубина в шумных моментах делает звучание одновременно объемным и полным энергии, полностью демонстрируя сценическую мощь уровня топ-звезды. Второе место – это так интимно. Тот момент, когда и слова не нужны, чтобы все понять. Чонгука так умиротворенно выглядит, когда обнимает Тэхёна. Первое место. Этот сканирующий взгляд Чонгука, которым прошелся по Тэхёну с головы до ног, а после это его озорная улыбка. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.